Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы обсудим крайне важную, чувствительную тему – дискриминацию русскоязычных в Украине. Особенно в свете решения Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации от апреля 2000 года и рекомендаций Венецианской комиссии. Мы разберем, как отсутствие реакции на эти замечания может повлиять на путь Украины к членству в Европейском Союзе и предложим конкретные шаги для решения проблемы. Эта тема волнует многих, особенно в контексте резонансного дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Мы рассмотрим, как это дело связано с языковыми вопросами и почему важно избежать его интерпретации как части дискриминационной политики. Видео рассчитано примерно на 20 минут, и я постараюсь его сделать максимально понятным и структурированным. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях и давайте начнем. В апреле 2025 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал решение, в котором указал, что украинский закон о национальных меньшинствах 2022 года содержит дискриминационное положение. В частности, он предоставляет привилегии языкам стран ЕС, таких как венгерский или польский, но ограничивает права русскоязычных, армян и ромов. Это решение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, таких, например, как X, где пользователи называют это доказательством системной дискриминации. Венецианская комиссия Совета Европы еще раньше, в 2017 году, критиковала закон об образовании за ограничение прав меньшинств на использование родного языка в школах. Они подчеркивали, что русский язык занимает особое положение в Украине и призывали к сбалансированному подходу, чтобы избежать маргинализации русскоязычных граждан. Почему это важно? Украина находится в состоянии войны с Россией, и языковый вопрос стал крайне чувствительным. Русскоязычные украинцы – это миллионы патриотов, которые сражаются в ВСУ, волонтерят и поддерживают страну. Однако такие дела, как убийство Ирины Фарион и публичные дискуссии вокруг них, могут усиливать чувство отчуждения, если их связывают с языковой дискриминацией. Давайте разберем, как это влияет на евроинтеграцию. Для начала кратко о деле. Вячеслав Зинченко обвиняется в убийстве Ирины Фарион, известной националистки, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Прокуратура утверждает, что Зинченко действовал из мотивов национальной нетерпимости,
ссылаясь на психолого-психиатрическую экспертизу, которая якобы подтвердила его неприязнь к Фарион из-за ее высказываний о русскоязычных. Обвинение также опирается на портретную и баллистическую экспертизы, связывающие Зинченко с местом преступления. Однако защита настаивает, что доказательства косвенные, а Зинченко – украиноязычный патриот, и мотив национальной нетерпимости не подтвержден. Это дело стало символом языкового раскола. Одни видят в нем борьбу с антиукраинскими элементами, другие – несправедливое преследование. Если обвинительный приговор Зинченко будет воспринят как наказание за русскоязычность, особенно в свете решения ООН, это может усилить недовольство русскоязычных украинцев. В соцсетях уже появляются посты, где приговор называют частью репрессий против русскоязычных. Это опасный сигнал, особенно когда Украина стремится в ЕС, где защита прав меньшинств – один из ключевых приоритетов. Теперь давайте разберем, почему игнорирование дискриминации русскоязычных может стать препятствием для вступления Украины в ЕС. Для вступления в ЕС страна должна соответствовать Копенгагенским критериям 1993 года. Один из них – защита прав человека и меньшинств. Решение ООН прямо указывает на нарушение этого принципа в отношении русскоязычных. Если Украина не пересмотрит закон о национальных меньшинствах, Еврокомиссия может счесть это несоответствием стандартам ЕС. Пример. Венгрия уже блокировала переговоры с Украиной из-за прав венгерского меньшинства. Если к этому добавится вопрос русскоязычных, Венгрия или другие страны, такие как Польша, могут наложить вето на дальнейший прогресс. Решение ООН и рекомендации Венецианской комиссии усиливают внимание к языковой политике Украины. Если Украина не отреагирует, ООН может выпустить новые критические заявления, а Совет Европы ужесточить мониторинг. Это ослабит доверие стран ЕС, таких как Франция и Германия, которые и без того скептически относятся к расширению Союза. Вспомним Турцию. Она остается кандидатом с 1999 года из-за проблем с правами человека. Украина рискует столкнуться с похожими задержками, если не устранит дискриминацию. Игнорирование проблемы может усилить поляризацию внутри страны. В восточных и южных регионах, где русский язык доминирует, уже есть недовольство языковой политикой. Дело Зинченко, если его свяжут с дискриминацией, может спровоцировать протесты, как это было у суда во Львове, где скандировали «Свободу Зинченко». Это ослабит национальное единство и отвлечет от реформ, необходимых для ЕС.
ЕС поддерживает Украину в войне, но требует соблюдения европейских ценностей. Если дело Зинченко или другие случаи будут восприняты как дискриминация, это подорвет репутацию Украины. Европарламент и граждане стран ЕС могут утратить энтузиазм к поддержке вступления Украины в ЕС. Как юрист я предлагаю следующие шаги, чтобы устранить дискриминацию русскоязычных и укрепить позиции Украины в ЕС. Пересмотр законодательства. Создать рабочую группу с участием ООН, Совета Европы и русскоязычных представителей для пересмотра закона о национальных меньшинствах. Устранить привилегии для языков ЕС и обеспечить равные права для всех меньшинств. Внедрить рекомендации Венецианской комиссии, расширив изучение русского языка в школах по запросу родителей и его использование в культурной сфере в русскоязычных регионах. Инклюзивная языковая политика. Запустить кампанию, подчеркивающую, что русскоязычные украинцы – полноценная часть нации. Пример. Истории русскоязычных героев ВСУ. Предоставить регионам, таким как Харьков, Киев или Одесса, больше гибкости в использовании русского языка в местных СМИ и культуре, сохраняя приоритет украинского. Прозрачная коммуникация. Власти должны четко разъяснить, что дело Зинченко уголовное, а не языковое. Публиковать доказательства, такие как баллистическая экспертиза или экспертиза ДНК, чтобы избежать спекуляций. Проводить кампании в соцсетях, таких как X, с хэштегами «Украина для всех», чтобы противодействовать пропаганде о дискриминации. Диалог с обществом. Создать национальные форумы для обсуждения языковых вопросов с участием русскоязычных и украиноязычных активистов. Поддерживать двуязычные культурные проекты, чтобы показать, что языки могут сосуществовать. Международное сотрудничество. Пригласить экспертов ООН и Венецианской комиссии для мониторинга реформ. Подготовить отчет для ООН о мерах по устранению дискриминации. Использовать дипломатические каналы, чтобы убедить страны ЕС в приверженности Украины правам меньшинств. Судебная прозрачность. Обеспечить открытость процессов, связанных с языковыми вопросами, чтобы избежать восприятия их как политически мотивированных. Проводить тренинги для судей, полиции и прокуратуры по вопросам толерантности. Друзья, дискриминация русскоязычных – это не только внутренний вызов, но и угроза нашей мечте о членстве в ЕС. Мы не можем игнорировать решения ООН и Венецианской комиссии, особенно в условиях войны, когда единство и международная поддержка так важны. Дело Зинченко показывает, как важно разграничивать уголовные преступления
и языковые вопросы, чтобы не усиливать раскол. А то, понимаете ли, национальная неприязнь, да еще и ничем не подтвержденная, да еще и со сфабрикованными доказательствами. Я призываю власти начать пересмотр законодательства, а общество к диалогу. Напишите в комментариях, что вы думаете о языковой политике и как нам двигаться к ЕС вместе, без разделения на языки. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями по этой теме. Вместе мы сможем сделать Украину сильнее и ближе к Европе. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!